Сижу на остановке. Не поверите. Здесь остановки еще есть. Вот иду по набережной. Рядом с Ричпортом. Да. И вы знаете, слева у нас река Дойбица. А в Норильске тоже есть река. И Енисей, и Норилка. Но почему-то в Норильске вот такой вот красоты нету. Ну, в каком плане красоты? В плане того, что нету такой красивой набережной. Ну, вы знаете, честно говоря, было бы классно на самом деле. Так вот, допустим, приехал, идешь, гуляешь. Ну, почему бы и нет? Но я не знаю, почему в Норильске этого всего нету. Ну, может быть, потому что в Норильске это все не востребовано. Вот. Или, может быть, то, что считают, что это не нужно. Вон, посмотрите, это что такое? Ой, без понятия даже. Может быть, не нужно. Вот. Вы знаете, я когда устроился на работу, это был 2000 год. Не, соврал. Это не 2000 год. Это где-то конец 99-го года, да? Это декабрь. Ну, я какое-то время поработал. Вот. И потом узнал, что дают путевки в профилакторий Валек в направлении города Талмаха. Это город Талмаха, это район Норильска, НПР. Есть профилакторий Валек. Ну, вы знаете, такой профилакторий классный. Вот. И я пошел в профком и взял путевку. Да, взял путевку. А она что-то там путевка, я вот не помню, копейки стоила. Вот. В основном путевку оплачивало предприятие, а ты там что-то чуть-чуть доплачивал. Да. Ну, я, значит, приехал в профилакторий этот. Вот. Меня там определили. Вот, дали мне место. Вот. А места там, знаете, там двухместные такие комнаты были. Ну, вот. И даже вроде бы дали постельное белье. Что было там вообще в этом профилактории? В этом профилактории было лечение. Вот. Там врачи были. Вот. Там кормили. И можно было приезжать где-то, ну, после работы. Даже ночевать там можно было. Вы знаете, ну, классная вообще вот эта тема была. Ну, а потом какое-то время прошло, ну, может быть, год, два, и профилакторий этот закрыли. Жалко, честно вам скажу, жалко, потому что действительно можно было там хорошенько порелаксить. Ну, если так можно сказать. Конечно, многие приезжали туда не лечиться, многие приезжали туда, скажем так, побухать, но я как бы этим не страдал. Кормили очень вкусно там. Вы знаете, прям порции были такие громадные. Да, я вот так вспоминаю. Вот, и кормили сытно. Еще вот эта вот школа советская была. Побольше и посытнее. Я даже помню, такой случай был. Я как-то приехал, а там дедушка один был. Вот. И он такой старенький был. Навряд ли он работал, конечно. Вот. Но он, наверное, приезжал чисто так покушать. Может быть, ему предприятие давало путевку, чтобы он ни в чем не нуждался. Может быть, было такое. Вот это Ричпорт. Поближе подойдем, посмотрим. Да, классно было. Сижу на остановке. Не поверите. Здесь остановки еще есть. Ну вот, смотрите. Вон там вот остановка.
Да, интересно. И вон там вот остановка. И я вот в этой остановке тормознулся немножко. Ну, здесь, конечно, остановки не такие, как в Норильске. В Норильске остановки теплые. Честно вам скажу, в Норильске не хватало теплых остановок. Вот. Сейчас, конечно, вообще классно. Допустим, на улице минус 30, минус 40. Ты в теплую остановочку зашел в Норильске, и все. И ждешь своего автобуса. Здорово. Ну вот это вот в Завидово остановки, это, наверное, по всей видимости, просто такие остановочки от ветра. Это однозначно. А вот долго-долго в Норильске не было остановок теплых. Стояли старые советские еще остановки. Но они такие ужасные и страшные были, что это ужас какой-то. Но сейчас практически нету в Норильске вот этих вот старых, потрепанных жизнью остановок. Это вот мы поближе подъехали к Ричпорту. Угу. А вон, смотрите, вон спасательный круг висит. Прикольно. А вон там вот какой-то еще, я смотрю, ящик. Пластмассовый, наверное. Ну да, пластмассовый. И здесь огнетушитель. Слушайте, вообще все по фэншую. То есть получается спасательный круг и пожарный огнетушитель. Ну вообще, конечно, так и должно быть. Вот, но только он не один. Вон там вот еще один. Здорово. Классно, конечно, сделали здесь в Завидово. Вот это вот порт этот. Причалы сделали. Но они лет 5, наверное, делали здесь все это. Но дело серьезное, конечно. Это однозначно. То есть попробуй вот это вот, сделай это все. И здесь, наверное, очень много денег вложили в это все. Да. Конечно, в Норильске такое не сделают. Это как пить дать. Ну, как говорят, знаете, по-русски. Вот, хотя, вы знаете, могли бы что-то сделать такое интересное. Ну, правда, в последнее время в Норильске там начали мост делать. Вот, и мост начали делать капитально. То есть, как бы там такие серьезные работы ведутся. Подъехали поближе к Ричпорту. Точнее, к зданию Ричпорта. Да, я вам скажу, здание вообще классное. В Норильске, конечно, такого не сделают. В Норильске как-то, вы знаете, используют какие-то материалы вообще упрощенные. Вот, а что-то такое красивое не делают. Я не хочу сказать, что в Норильске в последнее время ничего не делают. Не, делают, это однозначно. Но вот такое, конечно, я думаю, никогда не сделают. Я думаю, я уеду уже с Норильска, и то не будет такого. Да. Ну, я вам скажу так. Норильск — это не курорт. Это такой промышленный город. И там это не нужно. Но хотелось бы. Это однозначно. Сейчас, конечно, там много ремонтов идет. Много строят домов. Вот. Много, конечно, всего делается. Но такой красоты навряд ли будет. Вон, давайте посмотрим. Чуть подальше отошли. Слушайте, здорово, да? Вы знаете, мне вот этот Ричпорт очень сильно напоминает Ричпорт в городе Сочи. Он вот, кстати, такой же. Похожий. Говорят, вот этот вот проект курорт Завидово, его курирует
тот же самый человек, который когда-то курировал Красную Поляну. Да. Ну и, может быть, Ричпорт в Сочи. Вон, смотрите, строительные материалы какие-то. То есть, как бы, стройка даже еще не началась. Все серьезно. Ну, это будут выкладывать, по всей видимости, дорогу. Вот, смотрите, здесь, да? Сейчас я вам покажу. Вон, смотрите, сколько стройматериала. И вон с той стороны. Просто вообще дофига. Вот. Слушайте, жду не дождусь, когда можно будет туда войти, посмотреть. Интересно, а там будет вкусная точка? Потому что везде эти кафешки находятся. Ну, хотя, вы знаете, в таких местах более элитных, скажем так, нету этого всего. Нету вот этих фастфудных. Это не тот уровень. Вот в местах, допустим, такие попроще, да, там дофига всего. А вот там и вкусная точка, там и Ростикс. Вкусная точка — это бывшая Макдональдс, а Ростикс — это бывшая KFC. Ну, посмотрим. Время покажет. Поглядим. Ну, по крайней мере, сейчас, то есть на территории курорта Завидово, нету вот этих фастфудных. Да и вообще, я хочу вам сказать, эти фастфудные — это полный отстой. Ну вот реально, если реально смотреть на вещи, допустим, в том же Норильске есть фастфудные, но они такие паршивые. Если, допустим, сравнивать, да, если мы уже начали говорить про фастфудные, вот, то здесь во вкусная точка можно купить бургер там даже за 150 рублей. Ну, такой обычный бургер, скажем так, можно взять за 200 рублей. Вот. А если, допустим, в Норильске, то ценник, естественно, поднимается. И это все стоит 500 рублей.